вы на канале Team Spirit MLBB. И сегодня наши парни ответят на самые популярные и интересные вопросы, которые вы оставляли для нас в телеграм-канале. Let's go! Так, первый вопрос нам задал Void Voice. Что каждый из игроков будет делать после конца карьеры в киберспорте? За других без понятия. Сам я тоже пока не знаю. Что бы я делал в конце карьеры? Не знаю, я бы устроился в какой-нибудь сад яблоки собирать. Это мое движение. Это мое духовное будет развитие, познание в этом мире. Яблоки собирать. Знаю я одного такого. Ну, или по грибам пойду. Грибником буду. Ну, я, получается, на дизайнера учусь, дизайнером стану, вот. Буду для MCC Season 10 делать дизайн. Я не знаю. Ну, покеристом станешь. Наверное. Второй вопрос от Вандерера. Сделать килл или ассист? Ну, конечно же, килл. 200 голды в копилку. Килл, конечно же. Ассист. Я бук ассист. Смотря, кто у меня хочет забрать килл. Понятно. Ну, мы даем. Если лесник, я подумаю, если голдовик, точно килл. Что? За что хоть лесников? А если там стрик 10 условно? Вообще до тебя. О, тогда я точно забираю килл. Следующий вопрос от Саймонса. Как выиграть у Team Spirit? Ну, во-первых, каждый игрок, против нас должен обладать хорошим личным скиллом, при этом они должны очень хорошо коммуницировать и играть по макро. Да это все не то, просто крипов патрон пропустить и файт на лорде давайте Запушат сделаем. как-нибудь. Да, они как-то там справятся. Есть ли смысл от клановых игр 5 на 5 в кастомке? Будет ли улучшение скилла? Я не знаю, что такое клановые игры, но, видимо, просто скримы 5 на 5. Будет ли улучшение скилла? Точно, мы только так и развиваемся. Вроде как. Так, пятый вопрос задал Выгорел. Почему в мид-тир-листе нет Орлота, у которого огромный early game, потенциал, и с Голдруби он хорошо комбинится, как и с каким-то Чонгом на эксп? Вообще какое-то разнообразие героев тут. Ну ладно, Голдруби норм. Да на мид нужен какой-нибудь маг, чтобы антихильчик давал, иначе против тебя будет Руби и никогда не убьешь. Лайнап на миду. Против Джусини какой-нибудь орлот нормально стоит. Ну, по тауру летать тоже не с кайфом. Играю в МЛБ больше 2 лет, в Максе поднялся до 25 звезд. Так вот, сам вопрос, сколько вам понадобилось времени, чтобы попасть в команду. Когда, к примеру, я играл, тогда команд вообще почти не было. Тогда с какой... 3-4 сезон только был в МЛКе. Там команд особо не было, там просто сами формировали ее. А так, чтобы попасть в команду, не знаю. Да тут только очкам ответит. В наше время тогда команды сколько? 2 было максимум. Получается, ты должен, попасть на процену как-то, то есть, условно, завести знакомство с какими-то игроками, которые достаточно известны, играют там на тир-1 уровне, условно, и с ними как-то законнектиться, условно, попасть с ними в команду, и, условно, если ты уже хорошо играешь, тебя заметят условный Deus Ult. Что делает вас более сильным составом, нежели другие составы? Вопрос. И какие вы считаете, стоит ли попробовать собрать свой стак для маленьких турниров по Mobile Legends и далее стараться расти к большему? Вопрос. Тяжело ли сохранять спокойствие на профсцене, когда вы выступаете на арене? 3 вопроса. Ты думаешь, сам на них всех ответить, наверное, будет? Я уже Так, забыл. что вас... Да, я тоже забыл. Что делает вас более сильным составом, нежели другие составы? Опыт и, усиление в каких-то аспектах. То есть, там, например, условно, на голде никого нету, берешь хикана, и он самый сильный. Условно. То есть, там банальный вопрос, банальные ответы. И как вы считаете, стоит ли пробовать собрать свой стак для маленьких турниров по Mobile Legends и далее стараться расти к большему? Не знаю, если у вас возникают вопросы, то, наверное, нет. Если хотите, делайте, если нет, то нет. И расти к большему, наверное, да. Зачем вы что-то делаете, если не собираетесь расти в любой сфере? Тяжело ли сохранять спокойствие на профсцене, когда вы выступаете на проводении? Наверное, не ко мне больше вопрос. Лучше пусть на него кто-то из них ответит. Да, норм. Первый уан, условно, там первая игра на первом уане, условно, есть какие-то эмоции по типу немного нервозности, тревожности, но в целом потом привыкаешь к уану. Да нет, не тяжело, я уже привык. Следующий вопрос задал Надстао Оник. Сколько тратите время на тренировки? По-разному. Зависит от того, сколько у нас там праков в день. Но это может быть как от 6, так и до 12 часов в день. Смотря где и когда.
Против какой команды вам было сложнее всего играть, и какую команду вы считаете самой сильной, не считая вас? Будет очень приятно, если ответите, заранее спасибо. Ну, я Брену сказал. И какую команду вы считаете самой сильной, не считая вас? Ну, да, Брену не прошли. Не пойдет. Ну да, что-то затрудняюсь. Ники филиппинские, скажи. Ну, Ники филиппинский. Так, теперь Вова спрашивает. Да, это Вовчик сейчас просто был. Что нужно Ив, чтобы она вошла в мету, полноценный ревамп или конкретный баф персонажа по кнопкам? Да, она и так сейчас вполне в мете. Да, ты не возьмешь ее там на ФП, там на даблпик, как имбу. Но такого мага сейчас и нету, собственно говоря. Поэтому она, можно сказать, в мете. Я ее пикаю, и все нормально. Николаевич, вопрос киду. Будет Аргус на М6? Скорее всего, нету. Если его там не бафнут до такой степени, чтобы он был метой. Вопрос ваншота. Сколько тебе потребовалось игр для полного освоения линга? Я свои старые 1500 наиграл. И еще самых старых сезонах. А так на плюс-минус скидку дать. Сколько игр потребуется для линга? Скорее всего, игр 100-150. Ганс, Учелоник, какова ваша готовность к грядущему чемпионату мира? Для начала, я думаю, надо пройти на него, и дальше уже от буткемпа в Азии все будет зависеть, насколько подготовимся. Эх в потоке. Экс. Что? Ну а вдруг там эх, я не знаю. Может экс, но экс кто? Как вы попали в киберспорт? Трудно ли быть в киберспорте? Это только Хикано, я думаю, вопрос в наше время. Опять В же, наше время. команд не было. Просто по щелчку пальца попадаешь на отборочные и проходишь на чемпионат мира. Все. Как вы попали в киберспорт? Ну, просто начал играть турниры, потом заметили, потом позвали нормальные адекватные стаки, и потом из них попал в нормальную команду тоже. Трудно ли быть в киберспорте? Ну, в целом это очень много времени лично занимает, но оно оправдывает себя. Киберспорт МЛ в СНГ мертв, есть ли шанс у вас выйти из рамок чемпионов СНГ и соперничать с азиатами? Ну, я думаю, с того года еще вопрос отпал, что он давно не мертв, киберспорт СНГ. И в СНГ. Есть ли шанс у вас выйти из рамок чемпионов СНГ и соперничать с азиатами? Да, конечно, есть, даже большие, думаю. Так, вопрос от Кактуса. Попадались ли когда-нибудь случайно в рейтинге против другой киберспортивной команды? Какой был исход? Короче, был турик Сайберия, перед ним мы играли в ранг, чтобы размяться. Нам попадались Верса Тайм. Мы, короче, как обычно в ранге, когда мы играем фулкой, мы ничего не баним. И против нас Верса взяли просто героев, которые тир-1, которые пик-орбан, и они просто их напикали, а мы просто на своих героях, на которых хотели потрениться, и в итоге они нас там, не знаю, за минут 10-11 снесли, но потом вечером уже был турнир, и мы их выиграли. Вот, такая вот история. Как-то раз я был в Казахстане, регнул соло, смотрю, против меня Демон Кай тоже соло. И самый угар в том, что он стал АФК, казахом заруинил. Мы их за 6 несли. Ну, просто триллионы раз попадались, типа, в Азию каждый год летаем, и там просто челики в ранг играют, как работяги, в смысле. Киберспортсмены тоже играют в ранг. Что думаете о Бенедетте со сборкой в танка? Думаю, имбаланс, видимо, с хилкой. Типа в Азии ее там иногда форсят. Ну, я не знаю, там то пикается, то не пикается. Короче, мне нравится. Я думаю, юзабельно. Лайк. Как получить такой же винрейт в 70+%, как у Хика на каждой роли? Это вообще реально? Так, ну тут легко. Рангира. Надо выигрывать больше, чем в 70% своих случаев на каждой роли, и будет винрейт такой. Да, ничего сложного, просто выигрывать надо, все. Как иначе получить? Спасибо. Просто выигрывать надо. Спасибо за гайд. Гениально. Слушайте. Если у вас есть другие предложения. Следующий вопрос от Абрикосика. Какой коллектив больше всего удивил за регулярку, а какой разочаровал? Удивил коллектив. Да нет таких. Мы до регулярки играли со всеми и плюс-минус накидывали, кто какое место займет. Какой разочаровал коллектив? Форзы. Ой, нет, брутфорс. Я надеялся, не пройдут. На следующий вопрос для ваншота. Какой пул героев будешь тренить к М6, имеется в виду количество? Количеством возьму Типа сколько персов, я так понял? от 6 персов. И там, И миллион. да, до миллиона. До бесконечности. Есть ли у вас распорядок дня, к которому вы придерживаетесь или пытаетесь придерживаться? Ну, у меня плюс-минус есть такой распорядок, но иногда бывают оплошности, и там, условно, засыпаешь очень поздно. Вот. Но в целом есть определенный распорядок дня. Засыпаю в 11 после потнейшего пабга. В 11 Какого вечера. утра? Да.
Привет, ваншот, привет. А, там все... Не, забейте, там, типа, дальше ко всем будут приветы. Ика, Сава, Китбомба и Сансловер. Скажите, привет. Скажите, какое у вас максимальное количество звезд было и в каком возрасте вы апнули первого МИФ Бессмертного? У меня 1330 с чем-то, 9 вроде. А когда я играл, впервые максимальный ранг был Лего вроде только. И там, типа, 999 звезд можно было апнуть, и дальше ты апал, и ты просто, типа, звезды в никуда. Типа, скамил, монтунул так. Ну, да, Санс. Сколько у меня там звезд? 700 с чем-то звезд у меня было. Да и все. Там случайно их апнул как-то. Я хотел 500 в этом сезоне максимум. Мы тогда уже были рамкой топ-1. Ну, то есть мы прям с отрывом были. И у меня было 500 с чем-то звезд. Я себе хотел, короче, сначала 5-5-5 цифру. Но я потом хотел играть в ранг. Такой думаю, ну ладно, пойду до 6-6-6. Сделал 6-6-6, а там еще до конца сезона время есть, а я играть хочу. Ну и думал, до 7-7-7 дойду, не дошел, времени не хватило, и все. У меня максимальное количество звезд в том году 1555. В каком возрасте вы апнули первого МИФ Бессмертного? Наверное, когда патч вышел с этим МИФ Бессмертным. Но раньше легенда была. Я не знаю, когда он вышел. Для меня, условно, как это было достижение 1100 ПТС апнуть. Когда это было? Ну, когда мне было лет 14-15, наверное. Максимальное количество звезд, не знаю, 400, 500, 600 я не запомнил. Мне это не важно. Вопрос для всей команды. Насколько хорошо вы разделяете понятия друзей и коллеги? Или же вы объединяете все в одно? То мы все друзья. Я вроде... Веном, нахуй. Мы все в одном. Мы все друзья, ну, тут нет такого прям распределения, как коллеги. Коллеги могут относиться друг к другу плохо, мы тут друг к другу плохо не относимся. Ну и вопрос для Хика. Будучи Вайкон, отвечал на мой вопрос, почему Хика не в бане. И он ответил, что откупился рисом. А чем он откупился в команде Spirit? Миска риса и кошка жены. Какие команды вы считаете самыми сильными на данный момент в мире? Fnatic, Onyx. СРГ еще может назвать каких-нибудь. СРГ, Fnatic, Onyx, ну, какие-нибудь Авроры не думаю. Тест уже не думаю. Team Spirit. Team Spirit. Ну, две команды отмечу, Fnatic, Onyx и СРГ. Так, вопрос от Мейнера Капусты. Киберспорт уже закрыт, если тебе 19 лет, а у тебя нет за плечами ни одного турнира. Да нет, это все больше зависит от твоего желания. Если, условно, тебе позволяет твой возраст играть спокойно, ну, не думая об бытийских проблемах, то в целом, ну, все зависит только от твоего желания. Тогда тут зависит от самого человека, то есть совмещать учебу и киберспорт – 0 проблем. Ты не играешь 20 часов в день, чтобы там на учебу забивать. С утра на учебу вернулся, вечером все время просто отдаешь в киберспорт, в который ты хочешь попасть, и все. Если хочешь там пойти погулять, там поразвлекаться какой-то день, что-то, я не знаю, за компьютером посидеть, во что-то поиграть на расслабоне, нет, так ты не пройдешь киберспорт. Тут целенаправленно учишься, потом в киберспорт, и тебе ничто не мешает, кроме самого себя. Диксон 28 стоит отметить, а он в киберспорте. А Рэнзио 31. Неужели под лет 50 нет? Да, там такие цифры, не знаю. Савелий. Были или есть ли какие-то увлечения, кроме МЛ, в жизни, кроме игр, у игроков Team Spirit? Есть ли у них какие-нибудь медали и достижения? Да. Играю в КС, играю в покер, фехтование, занимался лет 100 назад, и достижения, там какие-то третьи места, забейте. Так, ну не будем скромничать, раз я тут один. КМС по борьбе. Ну, на этом все, я вот думаю. Самое главное достижение в спорте. Там, я не знаю, 2 место на чемпионате России. Северо-Кавказский федеральный округ, 1 место. Ну, ты там 1 занимаешь и едешь на чемпионат России, собственно, все. Ну, и там куча мелких турниров, там, взротные, это считать не буду. У меня тоже КМС по фехтованию, типа, мне на страх просто найти достижения. Я сейчас, типа, переосмыслил достижения, я понял, что там, если ты не чемпион мира, то там все это делается просто ходьбой на эту штуку, ну, на это мероприятие, и все. Ты просто лутаешь звания эти. Топ-3 вопроса Савоча. Так, поворачиваю ноутбук. Почему после каждой катки преображается в человека без очков, в человека с очками? Очки специально для компа, типа, чтобы смотреть на комп, я в очках сижу. А в жизни без очков, потому что
Мне без разницы, что я не вижу ничего. Как-то так, наверное. Второй вопрос. Лучшие роумеры игроки в СНГ в мире, по его мнению. Вун, Кибойчик, из филиппинцев Офгвин. И остальных я не особо сейчас знаю. В тренде, который в Авроре, Ридни Джей. Ну, так себе. И... Бруска. Да, Брусника. Хз, наш тренер говорит, он вообще там красавчик. Сложно определить, кто там вообще невероятный high-level скилл. А в СНГ? А в СНГ, ну, какой-нибудь Лавли. Кто еще есть? FK. АФК. Нагиб. Нагиб. Просто дайте. Про роумеров всех назови, блядь. Сабатон. Диксон. Нагиб вообще красавчик. Все хороши, как на подбор. Как считает, сможет ли игрок из Versa Time магистр затащить катку в соло на фане против спиритов? Думаю, нет. На фане нет. Я думаю, на фане единицы, кто смогут против нас затащить игру. Кайл Тихий. Ну да, только Кайл Тизи могу назвать. Так, Lil Milk спрашивает, стоит ли брать драфты и билды сингапурского МПЛ? Это реально реализовать? Мид Мартис, Беня в танка с поляной. С поляной? Поляна. Я думаю, с хилкой. Да, это слушай. Поляну накрыл. Насчет Мид Мартиса я вообще не уверен. То есть вероятность примерно 1%, потому что они там, видимо, лютый задрот Мартиса какой-то. Ну и команда просто с этим хорошо играет. А Беня в танка, я думаю, вполне можно реализовать, если найдете ей хорошее применение, поймете, как это правильно реализовывать, то пожалуйста. Вопрос от Никиты. Какого героя вы бы выбрали в соло-ранг, если бы вам сказали играть только на нем 3 месяца? Галерик. Санса, ты бы кого выбрал? Ну, Респект. очевидно, нет? Кого? Фани. Ну, я, наверное, тоже Фани выберу, если тебе нужно. Ну, 3 месяца чисто тренировок на Фане в мужском соло-ранге. Савоча, ты? Наверное, Селена. Еще один вопрос от Никиты. Слишком много Никит. С кем из игроков из зарубежных команд вы общаетесь? Ну, я лично ни с кем не общаюсь. Кит общается с Мобазейном, насколько я знаю. Вот. Остальное не знаю. Я много с кем общается из зарубежных. Возьмем зарубежных. Вот, с Кидом общаюсь. Нет, там именно команда написано, я тоже хотел сказать скидывать. Ну, Карви. Карви, Мальборо. Что? Мы с кем общаемся? Ну, я, да. Ксена. И что ты написал? Я с ними сижу в DC иногда играю. А, На Ю. понял. Карви, Ксено, Мальборо. Они там с 80 пингом из своего именно региона. Я с 50 играем на Ю иногда. Ребята ответили на все вопросы. Надеюсь, это видео было полезно для вас. Подписывайтесь, ставьте лайки и болейте за Team Spirit.